Известен также как комодский дракон, крупнейшая ящерица на планете. Этот эндемик нескольких индонезийских островов, таких как Комодо, Ринча и Флорес, занимает вершину местной пищевой цепи. Длина взрослой особи может достигать 3 метров, а масса 90 килограммов и более. Долгое время считалось, что его укус смертелен из-за огромного количества патогенных бактерий в слюне, которые вызывают у жертвы заражение крови. Однако более поздние исследования показали, что у варана есть и более грозное оружие – ядовитые железы, расположенные в нижней челюсти. Его яд содержит токсины, которые вызывают у укушенного животного резкое падение кровяного давления, шок и препятствуют свертыванию крови, приводя к сильному кровотечению. В сочетании с последующей бактериальной инфекцией укус комодского варана становится одним из самых эффективных биохимических орудий в мире животных. Часто варан не убивает свою жертву, например, оленя или буйвола на месте. Он наносит один точный укус, а затем может преследовать раненое животное на протяжении нескольких часов или даже дней, терпеливо ожидая, пока яд и инфекция сделают свое дело. В густых многоуровневых джунглях Южной Америки правит свой пернатый абсолютный хищник орел-гарпия. Это один из самых крупных и могучих орлов на планете. Высота взрослой особи может достигать 1 метра, а размах крыльев до 2,5 метров. В отличие от орлов, охотящихся на открытых пространствах, гарпия идеально приспособлена для маневрирования под густым пологом леса. Ее широкие крылья и длинный хвост позволяют совершать резкие повороты между деревьями. Основу ее рациона составляет древесное млекопитающее, ленивцы и обезьяны, которых она выслеживает и вырывает прямо из крон деревьев. Главное оружие гарпии — это ее невероятно мощные лапы и когти. Когти на задних пальцах могут достигать 12 см в длину, что превышает по размерам когти взрослого медведя-гризли. Сила сжатия лап такова, что она способна с легкостью дробить кости своей добычи. Интересной особенностью гарпии является ее лицевой диск, специальный слой жестких перьев вокруг глаз. Он работает как параболическая антенна, улавливая и концентрируя звуки, что позволяет птице слышать малейшее движение потенциальной добычи, скрытой за листвой. Несмотря на свое английское прозвище кит-убийца, на самом деле является крупнейшим представителем семейства дельфинов. Этот космополит, обитающий во всех океанах, от холодных вод Арктики и Антарктики до тропических морей. Касатка по праву считается верховным хищником Мирового океана, поскольку у взрослых особей нет естественных врагов. Главное оружие касатки — это не размер или острые зубы, а высочайший интеллект и сложная социальная организация. Разные популяции касаток по сути имеют свои собственные культуры и специализируются на охоте на определенную добычу, используя уникальные, точные до совершенства тактики, которые передаются из поколения в поколение. Например, некоторые группы касаток в Антарктике охотятся на тюленей, отдыхающих на льдинах, работая в команде. Они создают мощную волну, которая смывает тюленя с льдины прямо в воду, где его уже ждут другие члены стаи. Другие популяции прославились охотой на крупных акул. Используя свой интеллект, касатки переворачивают акулу, вводя ее в состояние так называемой тонической неподвижности, такого паралича. После этого они часто съедают только ее богатую питательными веществами печень. Эти сложные выученные стратегии делают касатку одним из самых эффективных и умных хищников на планете. Один из самых неправильно понятых хищников Африки. Популярная культура создала ей образ трусливого падальщика, который только и делает, что ворует остатки чужой добычи. Но научные данные рисуют совершенно другую картину. На самом деле пятнистые гиены — это невероятно успешные и умные охотники. Исследования показали, что до 95% их рациона составляет добыча, которую они убили сами. Более того, именно львы гораздо чаще отбирают пищу у гиен, а не наоборот, пользуясь своим превосходством в силе. Главное оружие гиены — это ее социальный интеллект и мощные челюсти. Они живут сложными кланами, управляемыми доминантными самками, и используют скоординированные командные тактики для охоты на крупных животных, таких как антилопы, гну и зебры. А их челюсти одни из самых мощных среди всех млекопитающих. Они созданы для того, чтобы дробить кости и способны развивать давление до 800 кг на квадратный сантиметр, что позволяет им добираться до питательного костного мозга, недоступного для большинства других хищников. Крупнейший наземный хищник планеты и абсолютный хозяин арктических просторов. Его тело — это шедевр эволюционной адаптации к экстремальному холоду. Вопреки распространенному мнению, его мех не белый. Шерстинки на самом деле прозрачные и полые. Они рассеивают солнечный свет, создавая белый цвет, и работают как световоды, направляя тепло к его коже. А кожа под мехом черная, чтобы максимально поглощать солнечное тепло. Белый медведь обладает невероятной силой и выносливостью. Он способен проплыть десятки километров в ледяной воде
воде, а удар его лапы может убить тюленя на месте. Его обоняние настолько феноменально, что он способен учуять запах добычи на расстоянии до 30 километров или под метровым слоем уплотненного снега. Основу его рациона составляют кольчатая нерпа и морской заяц, на которых он охотится из засады у лунок во льду или подкрадываясь к лежбищам. Медведь может часами неподвижно ждать, пока тюлень вынырнет, чтобы глотнуть воздуха. Несмотря на свой статус верховного хищника, белый медведь является одним из самых уязвимых видов в условиях изменения климата. Его выживание напрямую зависит от наличия морского льда, который служит ему платформой для охоты. Сокращение ледяного покрова в Арктике ставит будущее этого могучего зверя под серьезную угрозу. Обитающая в болотах и реках Южной Америки носит титул самой тяжелой змеи на планете. Хотя она и уступает сетчатому питону в длине, масса взрослой самки может превышать 200 килограммов. Это полуводный хищник, который большую часть времени проводит в воде, выставив на поверхность лишь глаза и ноздри. Анаконда не ядовита. Ее главное оружие это не клыки, а ее огромное мускулистое тело, которое она использует для удушения. Это классический хищник-засадчик. Она может часами неподвижно ждать у кромки воды, пока животное такое как капибара или олень подойдет на водопой. Атака анаконды молниеносна. Она хватает жертву своими зубами, которые загнуты назад и служат крючьями, а затем мгновенно обвивается вокруг нее кольцами своего тела. Вопреки распространенному мифу, она не ломает кости, она сжимает тело жертвы с огромной силой при каждом ее выдохе, не давая сделать следующий вдох. Сжатие настолько мощное, что она останавливает сердцебиение и кровообращение, приводя к быстрой гибели. После этого анаконда заглатывает свою добычу целиком и может переваривать ее неделями, не нуждаясь в новой охоте. Лев, известный как царь зверей, является единственной по-настоящему социальной кошкой в мире. В отличие от тигров, леопардов и других крупных кошек, которые являются охотниками-одиночками, сила льва заключается не в индивидуальном мастерстве, а в коллективной мощи его семьи прайда. Прайды обычно состоят из нескольких родственных самок, их потомства и одного или нескольких взрослых самцов. Такая социальная структура позволяет им охотиться на добычу, которая была бы недоступна для одиночного хищника, взрослых буйволов, жирафов и даже молодых слонов. Львиная охота – это не хаотичное нападение, а сложная скоординированная стратегия. Разные львицы в прайде часто выполняют разные роли. Некоторые более легкие и быстрые играют роль загонщиков, спугивая и направляя стадо в нужную сторону. Другие, более мощные и опытные, устраивают засаду и наносят решающий смертельный удар. Хотя самцы редко участвуют в основной охоте, их задача не менее важна. Они отвечают за защиту огромной территории прайда от вторжения других львов-конкурентов. Их знаменитый рык, который слышен на расстоянии до 8 километров, служит грозным предупреждением всем, кто осмелится посягнуть на их владение. Среди всех рептилий на планете титул самого крупного и опасного по праву принадлежит гребнистому крокодилу. Его также называют морским крокодилом. Взрослые самцы могут вырастать до 6 метров в длину и весить более тонны, что делает их верховными хищниками на огромной территории от Юго-Восточной Азии до Северной Австралии. Его главное оружие это челюсти, обладающие самым сильным укусом среди всех ныне живущих животных. Давление может превышать 2 тонны на квадратный сантиметр, что позволяет ему дробить кости крупных животных, включая буйволов и даже акул. Это идеальный хищник-засадчик. Он может часами неподвижно дрейфовать в воде, выставив на поверхность лишь глаза и ноздри, а затем совершенно взрывной рывок. Утащив жертву под воду, он использует свою коронную технику – смертельное вращение, быстро вращаясь вокруг своей оси, чтобы дезориентировать и разорвать добычу на части. Свое название морской крокодил он получил за уникальную способность. Он может жить как в пресных реках, так и в соленом океане, преодолевая вплавь сотни километров. Специальные солевыводящие железы на языке позволяет ему избавляться от излишков соли. Именно сочетание гигантских размеров, силы укуса и агрессивного поведения делает гребнистого крокодила самым опасным хищником в мире. Верховный хищник океана и, возможно, самое эффективное хищное создание, отточенное 400 миллионами лет эволюции. Взрослые особи могут достигать 6 метров в длину и весить более тонны, что делает их крупнейшей хищной рыбой на планете. Ее тело имеет идеальную торпедообразную форму, позволяющую совершать взрывные рывки со скоростью до 56 км в час. Главное оружие акулы – это ее челюсть, вооруженная несколькими рядами крупных зазубренных треугольных зубов. В течение жизни у акулы может сменить
распространиться до нескольких тысяч зубов. Но ее настоящая суперсила скрыта от глаз. Белая акула обладает целым набором высокочувствительных сенсоров. Ее обоняние настолько развито, что она может учуять одну каплю крови в 100 литрах воды. Однако самое совершенное чувство – это электрорецепция. Вся ее морда покрыта сотнями крошечных пор, называемых ампулы Лоренцини. Эти железообразные каналы способны улавливать слабые электрические поля, которые создает любое живое существо своим сердцебиением и сокращением мышц. По сути, белая акула видит электрический отпечаток своей жертвы, даже если та неподвижна или скрыта в мутной воде. И, наконец, последний и самый успешный абсолютный хищник на планете – это человек. В отличие от всех остальных высших хищников, человек не обладает внушительными естественными орудиями. У него нет ни смертоносных когтей, ни мощных челюстей, ни яда. Он не отличается ни скоростью, ни физической силой в сравнении с другими крупными хищниками. Однако его главное оружие не имеет аналогов в животном мире – это его высокоразвитый мозг. Именно мозг позволил человеку развить 3 ключевых преимущества, которые вывели его на вершину пищевой цепи. Первое – это технологии. От примитивных копий и ловушек до огнестрельного оружия и сложных промышленных методов. Человек создал инструменты, которые многократно превзошли любое естественное оружие. Второе – это коллективный интеллект. Сложный язык позволил координировать действия в больших группах, планировать сложные стратегии охоты и, что самое главное, передавать знания из поколения в поколение. И третье – адаптивность. Человек не приспосабливался к среде, а изменял среду под свои нужды, создавая одежду, жилище и сельское хозяйство, что позволило ему заселить практически все уголки планеты. Это сочетание позволило человеку не только охотиться на любую добычу, но и устранять своих конкурентов, других высших хищников. Таким образом, абсолютным хищником человека сделала не физическая сила, а интеллект – самое эффективное и опасное оружие, когда-либо созданное эволюцией.